Всем привет! Меня зовут Лена Стасевич, и я сегодня хочу поделиться с вами рецептом, как сделать вот такую шоколадную бомбу. Это так называемая бомбочка из натурального шоколада, а внутри нее находится какао и маршмеллоус. Когда мы положим в кружку и зальем горячим молоком, то бомбочка откроется, и у нас получится очень вкусный такой шоколадный напиток с маршмеллоус. Очень нравится детям, очень эффектно смотрится, и сейчас это один из самых популярных десертов. Давайте его скорее приготовим. Итак, для того, чтобы сделать полусферы, нам необходимо растопить шоколад и темперировать его. Для этого я буду использовать темный шоколад и белый шоколад, чтобы в итоге получился у нас молочный. Вы можете просто использовать молочный, либо темный шоколад. Белый шоколад довольно приторный, поэтому тут смотрите на ваш вкус. Также нам понадобится силиконовый молд с полусферами. Диаметр каждой полусферы примерно 5 сантиметров должен быть. Это оптимальный такой размер для шоколадных бомб. И кисточка широкая. И теперь мы топим шоколад в микроволновке импульсами по 15 секунд. Каждый раз обязательно перемешивайте. Топим шоколад до температуры 45 градусов. И смотрите, в итоге вот такой шоколад получился у нас. Мы его хорошенько перемешиваем. Температура 45 градусов. И теперь всыпаем сюда подготовленную часть шоколада. Мы таким образом шоколад темперируем. Это называется метод посева. Темперируем мы шоколад для того, чтобы, когда мы будем делать из него изделия, чтобы они не таяли в руках, чтобы шоколад хрустел и не покрывался белым налетом. Для этого шоколад темперируется. Если вы используете просто глазурь, то ее темперировать не нужно, просто ее топите и делаете из нее нужную вам форму. Но, естественно, натуральный шоколад вкуснее, и поскольку вы делаете домашнее приготовление изделия, то лучше, конечно, использовать натуральные, самые вкусные, качественные продукты. Я использую шоколад от фирмы Калибо, и в итоге получается очень вкусно. Нам необходимо добиться рабочей температуры. Рабочая температура для молочного шоколада 30-31 градус по Цельсию. И вот такой шоколад у нас в итоге получается, он довольно жидкий. И переливаем его в формы, заполняя их примерно на 1/3 часть. И с помощью широкой кисточки распределяем шоколад, формируя стенки. Делаем стенки не очень тонкими. Стараемся сделать утолщение к краю формы. Работаем быстро, потому что шоколад быстро кристаллизуется, быстро становится твердым, именно потому что мы его темперировали, и он у нас правильно затемперировался, стал нужного состояния. Но нужно работать быстрее. Также, когда мы работаем с шоколадом, учтите, что температура в помещении должна быть примерно 18-20 градусов. И пока я делала остальные формы, как видите, шоколад уже начал кристаллизоваться, и он стал более матовым, это значит, что он становится твердым, то есть у него сформировалась кристаллическая решетка. И, как видите, он уже от формы начинает отходить, но мы все равно ставим его в холодильник на 15 минут. И затем аккуратненько вынимаем из формы, аккуратненько подгибаем силиконовую форму пальцами. И другой рукой форму, нашу полусферу, достаем. Очень важно было сделать ровные края, потому что если вы их сделаете неровными, то потом просто у вас может высыпаться какао, например, из них. То есть старайтесь изначально делать ровными.
И теперь нам необходимо подровнять края, чтобы они полностью были ровненькие. Я нагреваю металлический шпатель, либо можно взять противень нагреть. И кладем одну половинку и вращающими такими движениями выравниваем край, чтобы он был полностью идеально ровный, без отверстий, без зазоров. Где надо, подравниваем. Но долго так не увлекайтесь, потому что у вас получится в итоге не шары, а такие приплюснутые полусферы. Делаем эту процедуру только с 3 половинками, а остальные 3 половинки пока не трогаем. И вот эти 3 половинки, где мы выровняли края, наполняем какао. Я использую какао-порошок от Nesquik, он с сахаром, уже сладкий такой кофейный напиток. Вы можете использовать, например, горячий шоколад или какао натуральный, который продается без сахара для кондитерских целей. Будет менее сладко тогда, если для взрослых, например, вы делаете. И кладем сюда мини-маршмеллоу. И нам нужно закрыть половинками. Для этого их также необходимо подровнять, но нагреваем нашу предыдущую форму. Я свой шпатель нагрела с обратной стороны, не там, где шоколад, иначе шоколад просто-напросто сгорит. И аккуратненько соединяем 2 половинки. Немножко пальчиком подровняем, если где-то шоколад выступил. И наши бомбочки, в принципе, уже готовы. Осталось их только украсить по вашему желанию. Я буду украшать белым шоколадом. Возьмите кусочки шоколада белого в маленький мешок и растопите в микроволновке. Периодически доставайте мешок, его пальцами разминайте, чтобы шоколад нигде не подгорал и равномерно топился. И когда он растопится, достаньте его, и пусть он у вас полежит еще немного при комнатной температуре, и только после этого наносите вот такие линии. Горячим шоколадом нельзя наносить, потому что он просто растопит наши шары. И присыпаем декором. Можно посыпать цветным сахаром, какой-то разноцветной посыпкой. Я использую вот такие пищевые блестки. И теперь запаковываем красивую коробочку, и можно угощать наших гостей, дарить им подарки. И есть 2 способа, как использовать эти бомбочки. Можно их опускать сразу в горячее молоко, то есть молоко должно быть уже горячее, налито в кружку, мы просто туда кидаем бомбочку, и она там должна раскрыться. Но это происходит дольше. Тут нужно будет просто размешать ложкой и наслаждаться. А есть второй способ. Кладите бомбочку сразу в кружку в пустую и сверху заливаем горячим молоком. Будьте аккуратны, если рядом ребенок, делайте все осторожно. Не надо заливать кипящим прям молоком, оно должно легонько дойти до кипения, и после этого его используем. Посмотрите, как классно бомбочка раскрылась, как всплыли маршмеллоу, они начинают набухать, таять. Очень вкусно, ароматно. Теперь просто перемешиваем, чтобы у нас равномерно смешался шоколад, какао, молоко. И можно балдеть, наслаждаться. Вы можете добавлять сюда различные специи, добавки, экстракты и создавать новые вкусы. Я надеюсь, что этот рецепт вам был интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня обязательно здесь на канал, если еще не подписаны. А также жду вас в своем инстаграм. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.